Всем привет, это третий влог по итогам второй недели. Приятного просмотра. Сегодня мы играем уже какой? Просто миллионный день одних и тех же игр, поэтому приходите на трансляцию. А, нет, это же влог. Но вы можете прийти на трансляцию, это правда. Трансляции каждый день на протяжении 2 лет мы будем играть эту лигу. Через 2 года мы наконец-то сможем отпраздновать уезд домой. Всем привет, это вторая неделя, начинаем мы со второго дня. Сегодня будем наверстывать упущенный первый день, выходить на первое место стараться, поэтому посмотрим, все четко. Ты не спекся здесь? Здесь очень душно. Ну, здесь очень душно, это правда. И даже, вентик вообще не помогает. Даже в ебало направляешь, просто горячую воду. Справляемся с духотой, нам отключили кондиционеры. Мы теперь, как, я не знаю, как пирожки в печке здесь просто запекаемся. После занимательных выходных приятно сюда вернуться. По температуре здесь покомфортнее стало, так как более теплый воздух, можно сидеть в футболке, не надо, руки не мерзнут из плюсов. Вот, поэтому четко. Ты эту подушку убираешь, походу. На самом деле взял ее, чтобы поспать так. Между каток вот так берешь. О, хорошо. Топ-1 тогда, да? Раскинулся. Автоботы, собираемся. Собираемся. Встречаемся. Собираемся. Оптимус Прайм падает и говорит, созывается. Что за фраза? Созыв, первый созыв. Расширение территории. Расширение территории. У нас был прикол, что, короче, у эффекта в катке не было патронов. И он, типа, минут 10 просил у нас патроны. Он говорил: «Кицун, манки, дайте патроны!» И потом, когда все-таки ему поднесли патроны, его в эту секунду убили сзади, короче. И он там, бля... Опа, ноумик! На него налетела 4-ка S, тут же жесть какая была, разбили очень сильно, тиммейты не успели помочь. Потеря есть у Team Spirit. Я зону даже не брокнул, короче. Я просто нокнул его, и зона перекрестком с переправы в центр. И мы, короче, крашнули. А чего ангар не захотели укрепить, когда эффект Нирвалова убил? Там же флопан ебаный. Я думаю, норм было бы, если бы эффект как добил, сразу в утку сел обратно. И там норм было бы, я думаю. Эффект бы убил бы двоих этих. Хабиб фришный, но через 10 секунд там станут ГГшки, туда приедут фальконы. Ну а вам смысла нет туда ехать, зачем? Надо было дефать ангар и все. А когда уже потом, когда вот эффект убил Нарвалова, когда 3D Max ангар забирали, ты с 6-й позиции мог кого-то выбить? Я только говорю, я только в воду и плыть под мост. Я видел, как они крашили, я видел, как они справа от ангара выходят. По сути, если бы Толик дал какой-то ног, то эффект 1 в 1 был бы в этом ангаре. Но минокает Нарвалов, секунду просто нейтрализовал его, добил. Виктор пытается отвечать, неплохо, кстати, у него выходит, посадил Булата почти на полный столб. А Виктор уже наезжает, Серега подкрутил, закрыл, хорош. Ребята из Team Spirit уже в позиции, они уже настреливают, они заряжены, готовы к бою, и к тому же у них крыши довольно имбовые в распоряжении, что тоже сильно влияет. Акаджи уже разбит капитаном коллектива Team Spirit. ПТСик сейчас будет в копилочке у этих парней. Канта молодец, он прошел, но не в зону. Сток сена, это только временная точка. И 11-й ПТС для драконов уже, друзья. А кто это, блядь? Топ-1 здесь? Эффект заколен. Просто Кто заколен. на соски заколил? Я. Легенда. Ну что, я замерз, мне твой бомбер нужен. Как вы за сольника не дофанились-то? Труп за амбаром лежал, ну как будто бы его... А он если что топал в контах. Он топал в контах, а как он возле амбара оказался? Он был в контах. Я закинул же в конт прям. Он, короче, ты его не взорвал, он потом просто вышел, лег и в кусты заполз. И мы говорим, го, крашнем, пока этот сплетанул. Ну да, но Крашнули типа... в однушку, и Булат такой, бля, парни, го, я меньше заеду. Он заезжает, кто-то дал ног, Кицун вроде. Вы 3 нока там И засыпали. потом в моменте я, потом манки, и там они рассыпочку. Только пока GG-шкам не хватает, там тем временем разбивают потихонечку 3D Max, Спириты заходят супер бодро, еще по Сноувиксу накидали, там брутфорсом вынесли. Тем временем Виктор стараются отбиваться против Team Spirit, как агрессивно улетел, это же Кицуня.
Так, грубо сыграл здесь. Еще один ног по Team Spirit. 3D Max сейчас могут Team Spirit раскидать. Тут ХП остается у эффекта один. Буквально Хэппис. Там остается последний игрок команды Team Spirit. Наоми на дистанции. И Наоми греет хаешечку против Робза. Робз последний игрок и знает, где находится Наоми. Точно его позицию. Граната! Размен гранатами пошел. Пол ХП остается Наоми. Подбегает он. Наоми в ноке вместе с эффектом. Стрельба по Наоми идет со стороны. Похоже, Team Spirit сейчас слягут. Толик еще, наверное, когда последним остался, зря прям поломился так по фуллопу. Ну, во-первых, зачем ты остался, зачем ты, когда мы дали open ног, мы под это краш. Смысл кавер вставать. Вот то, что Манки в конце сделал, блядь, это если на трассе покажет, это просто ужасно. Блядь, он просто, если бы за этим камнем остался, он бы, блядь, 100 из 100 убил. Ну, он бы убил, то он бы не выжил потом, потому что в этот момент ебать за 5-й синькой 2 ВПшника. Я говорю, в какой-то момент, если вы чувствуете, что вот у вас мозг где-то задерживается, да, вы можете даже как-то 2 линии поконтролить, но потом нужно просто быстро сориентироваться и забрать одну какую-то сторону. Файт выигрываете. Там даже если там двойка умирает, приезжает еще двойка ВПшников суперкрасных, их тоже убиваете. Это, ну, это выход в хороший поинт. Ну, что такая жизнь. 32 поинта за 3 игры, при условии того, что мы пропускали первый день. Это хорошо. Сейчас 4 игровых дня, темп будем держать, поддерживать, набирать свои поинты и получать удовольствие. Самое главное. Вот Булат кайфует, я уже вижу по его лицу. Наш титульный партнер подготовил бонусы для каждого фаната команды. Переходи в телеграм-канал, чтобы узнать все подробности. Изи плейсмент получит. Ну так много киллов, конечно, у них будет эффект минус Викторс. Надо Хая пробросить туда на Али. Должны здесь Team Spirit останавливать, конечно, этих парней. Вот она граната, про которую я говорил. Идеально затаймлено. Не, ну эффекту даже, знаешь, не нужна подготовка. Он просто уже все знает заранее. Минус 3 легкие для Бекнияза. Ну красавчик. Эффекты Наоми против заряженных, разогнанных Nigma Galaxy, которые готовы брать второй чикен-диннер подряд. Булатик раскрутили лорда. Хорошо, парни. Ты посмотри, какой спид УТС. Тяжело будет их сразу задушить. Наоми. Главное, чтобы поддерживают друг друга. Нужно высадить Рауфа. Отлично, Наоми. 2-2 выходим. Ты посмотри, что творят Наоми. Наоми роняет луву, и Купс остается соло. Обалдеть, что творят сейчас Team Spirit. Они выдают просто легендарную катку, творят историю здесь и сейчас на PMSL Еме. Team Spirit 2 в 4, эффекты Номич готовятся закрыть команду Nigma Galaxy, падает и Лорд. И Рауф тоже. Купс остается в соло против двойки Team Spirit. Дальнюю позицию очень занимает эффект, хочет прикрывать с большого расстояния своего тиммейта. Номич в авангарде работает, здесь ищет как раз таки Купса. И слабое место здесь есть, появилась Купс. Состреливает по нему эффект. Это должна быть победа для команды Team Spirit. Купса уже некуда деваться, ему придется бежать вперед. У него есть гроза в руках, но ее не хватит. Ну это легендарно было, парни, красавчик. Что Нигма делал? Я уходил, когда захожу, АФК чел стоит просто. А кто в бабочке играл? Нигма. Они 2 сплит стояли. Вы заметили, что они отдали? Да, ебать, эффект легенда, нахуй, дай 5. MVP. Ну, мужики, такая ремарка. Мне что-то ебать не понравилось, что вы вот ни шелтер не начекали. У вас левая часть круга. Вот Нет, этот... мы, если что такое было, он сказал, давайте 4-й шелтер начекаю. Нам сказали, типа, нет, мы играем от своего края. Я говорю, я хаедую, он такой, о, все, что я слышу от него, о, вышел с машины и нокнулся. Булат, типа, греет хаешку. Ему нужно, чтобы дали инфу просто про лежачему челу. В это время Толик едет и просто стопает прям на нем. Просто видит его, о, и вышел, и маки в ноги. Я такой, нихуя себе. Эффект у нас получается MVP этой катки, потому что зачекал сплит. Легенда. Сколько у нас уже эффект топов тогда принес уже своими колами? 2 получается, да? Получается, да. Ну, все, легенда. Молодец. Эффекту... Что, новый кэп? Новый кэп. Вот так вот. Новый кэп в сборной Кыргызстана, я считаю. Сборной Team Spirit. Давай, Толик. Ну ладно. Раз Вот и сейчас. два. Так, у машины 3 полетела. Как полетела. Хорошо ловит Кицуни. Кицуни в ноги эффект тоже роняет. Остается 2 игрока. Команда Team Spirit в бою. Наоми, там, Номич объезжает тем временем, возможно, включится Наоми с ДБС, Наоми с ДБС, Наоми с ДБС, творит чудеса, забирает уже 2 игроков команды, Digital Athletics, здесь же господин Scarface остается один, Наоми тем временем поднимает тиммейта и прилетает зал патронов Digital Athletics, 7-е место, и Team Spirit вообще могут здесь фулстака выжить.
Team Spirit, кстати, подбиты очень сильно. Брутфорс. Хорошо, с горы выскочили на них. Добивает эффекта. Нет инфы, по-моему, по Ноуми. Против 3 игроков будет Влад сейчас катать одного. Быстро обезоружил. Идет Ноуми дальше, но не ДПС была в руках. И не повезло 2 немножко. минуса сделал. Вы хорошо сыграли, заняли однушки, хорошая линия была через бочки и подграунд. Короче, когда мы стояли на граундах, я чекаю заправку, не вижу тачек. Ну, блядь, что? Заправка фри? нету А потом... Знаете, какая команда это была и что она сделала с первого раза? Гараж Очень заехал. Нет, там было 4 регнума, которые Гараж. заехали в яму под дорогу. Еще будет одна хаешечка. От эффекта. Нет, все правее. Правее. Еще и недолет. Но эффекту, по сути, ничего не угрожает, если он будет осторожен. Ну, походу, да. SPG далековато. Вот со спиной сейчас надо не ошибиться. Эффекта потеряли, обалдеть. Он же там стоял на этой горе, контролил всех и вся, и без него команда остается. Гранатов Сайлоса. Очень точная от Наоми. Выбраться из этой точки будет очень сложно. SPG наезжают на Team Spirit, и это будет еще один файт. Team Spirit далеко. Соперник, конечно, серьезный у них. Наоми и Кицуны в дуо уже. Хамси продавил Ноумича. В ситуации такой враг моего врага мой друг. А вот так. Затаймлена идеально точечная грена от Наомича. Нестабильно играет. Бывает такие выпады. Ох, Кицуня тут обрабатывает Фурию. Короче, сегодня было все. Крутые клатчи. Меня выбили из тачки нахуй. И многокильная игра. Сначала, наверное, про многокильную игру. Уверен, вы очень хотите знать про нее. Мы стреляли там, пу-пу-пу-пу-пу-пу, там, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. И много киллов, короче, получилось. Вот. Наша основная задача была по ходу катки делать много пу-пу-пу-пу-пу-пу, чтобы нас еще типа боялись в катке. Ну так и получилось, там даже люди просто бежали из кипов, когда нас видели фактически. По поводу клатча, там просто эффект с Номи, типа вдвоем остались, 2 в 4. Номи сделал хороший мув, что уехал типа в соло через всю зону. За ним почему-то поехали 4 машины, встали в опен. Короче, полная херня какая-то. Эффект там на кавере. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, как во второй, типа, мы вспомнили вторую катку. В остальных катках просто набирали поинт. Как-то у нас получилось 70. Ну, это, наверное, математика, типа. То есть там поинты в первой, плюс во второй, 3, 4, 5, 6, вот 70. Результатом я доволен, хотя могли сосновку выиграть. Но крашнули очень плохо. Там супер мискоммуникация у нас была, короче, и поэтому не выиграли файт. Мирамары были... Пойдет. То есть на последнем Мирамаре мы вообще выжили максимум. Наверное, только лучше было бы, если бы я последнего АВП еще тоже закрыл. Или там, допустим, мы с Толиком бы сыграли как-то в одну сторону. Но там уже, я думаю, на 2-3 поинта больше максимум набрали. Вот. По остальным каткам удовлетворительно, положительно. Поэтому с хорошим настроением идем спать и завтра бабахать. Наш игровой день начинается с 11 утра. Встаем, умываемся, и уже к часу у нас идет разбор с тренером, после чего где-то он идет 1,5 часа. И уже к 2-3 мы едем на арену, к 4 где-то мы уже кушаем, и после чего уже начинаются наши игры. Идут они с 5 до 10, до 11, и в 11 мы возвращаемся домой, после чего идем там в душ, кто-то, я не знаю, аниме смотрит, кто-то баскет. Вот. И после чего мы ложимся. Получается, даже нет времени прям хорошенько отдохнуть, почилить. Всем Привет. дорогие Ценности. подписчики. Всем привет, дорогие подписчики. Сегодня второй день второй неигровой недели. И мы учимся, как правильно жестикулировать на камеру. Пластырь есть, понадобится. Завтра в футбол идем играть. Завтра футбол? Послезавтра. Я, кстати, уже в футболе. После? Завтра футбол играем. Как поспал? Поспал под Вивальди «Времена года весна». А как проснулся? Проснулся под храп Кицуна Сергея Поверанца. Не пизди, ты проснулся под то, что у меня будильник 10 минут работал. Это он будильником называет свой храп. У него дрил ремикс. Приехал курьер
и говорит, кто из вас самый знаменитый? И сфоткался, короче, с олдбоем. Ну ладно, на самом деле он сфоткался с нами. Да, со всей командой. Да, ну потому что он не знал, кто он. Он просто увидел киберспортивное мероприятие, и все. Это я помню, ко мне в Москве подошли 2 чела, 40-летний мужик, сфоткались со мной. Прям перед ними со мной сфоткался другой пацан, а после них подошли какие-то 2 чела, которые, ну, просто вот мужики, и сфоткались. И я думаю, типа, ну, блядь, просто подошли челы сфоткаться, ну, типа, потому что кто-то со мной сфоткался. И захожу через минуту в Инстаграм, я уже отмечен у них. Очень приятно. Его популярность захватывает все просто пространство наше. Был случай, когда я шел в ТЦ с женой, к нам подбежал чел, задыхался и просто вот так стоял и все. И ничего не говорил. И я сказал, фотку? Он говорит, да нет. И типа я говорю, ну мы тогда пошли, у нас такси ждет. Он такой, ладно, удачи, Серег. Такая хорошая была бы разгадка, если бы это был я. Ну, да, там тем временем много забирает Рагнарька. Разменные эффекты Закария тут без размена не оставляет эту ситуацию игровую. Номич оббегает, пытается найти возможность по героикам сыграть. Пока сложно это сделать. Закария в упоре. Здесь Депос есть в руках у Номи. Надо играть по Закарии. Закария проседает по здоровью довольно сильно. И вот эта граната бомбовая. Нет, цепляет, но не нокает Волта. Пойдет уже. Еще она, конечно, прилетает. Номи добивает Закарию. Волта нокает. Хорош. Стел тоже, кстати, улетел. И вот так, прошив смог, Team Spirit легко, непринужденно, красиво закрывает Heroic. Впечатление от игры, Толик? Анлаки. Ну, мы могли крашнуть только в Кембраво, как будто бы еще. У нас был план, то, что мы даем с новыми крашем, а Кизон крысит, типа. крысит. Вот вы заскочили за забор, и как будто бы можно было прям в самый первый дом просто въехать, Так, и все. да, типа там просто Влад думал, мы пролететь успеем, а чел просто спокойно выскакал, на меня высадил. Фалькон. Фалькон, да. И Фалькона 4 Браво стояли. Четвером, может, раз не трое было. На нефунку даже. Первый же дом бы крашнули, просто вышли бы. Ну, бро, а кто знал это, сколько блядь? их было? Кто вот это мог знать? На левой стороне был 1 чел, и все остальные были справа. 3. Enigma Galaxy Team Spirit очень близко. Он сказал, будет удивлять. Соло может выиграть. Вот. Только хорошей игрой. Плохой игрой тоже можно удивить. Да, и там эффекты нокают, кстати говоря. Купс дает Нокчанский по сопернику своему. Наоми все, похоже, уже не спасти. У Team Spirit'ов -2, но пока действительно удивляют нас Team Spirit. Ну так. Пофантазировали знатно. Но Серега все стаки решил собрать. Он именно Нигма поехала вперед, и Серега просто пятым снимет. Серега отъезжает, твисты едут, Серега снимет просто. Я охуел, я куда, блядь, не поеду, там челы просто. Ситуация, рассказываю, какая была. Эффект говорит, открытый УАЗик, Серег, высади. Я такой, окей, поехал на глаз, тачку поставил между Киткатом и тюрьмой. Full open под грид, блядь, под аллею, короче. Чтобы не увидели челы, которые едут, типа, с Харлея. Я останавливаюсь и слышу, блядь, баги просто прямо передо мной. Забегаю в Киткат, чтобы, ну, меня не высадили просто нахуй. И просто подъезжает еще одна баги на гриб. Подъезжает еще Мирады на гриб. Они встают. Типа, ну и все. Ехал, смотрю, справа Мирада стоит. Я думаю, бля, сейчас заберу изи. Ну, они же отъехали. Да. Приезжаю, там челы просто стоят. Да. Они просто широко встали. Вы, короче, А я думал, ты высадить не хотел. такой файт, вот мы просто как-то, ну, Красава. обстановку, по-моему, как будто бы хуёво оценили. И эффект, блядь, Вать, аккуратно лутайся. У тебя, ты когда лутаешь красный, у тебя Зивульф уже 12. Он, если, по-моему, в стриму прочекает тебя, и просто они над тобой встанут, они тебя крашнут. Тебе повезло, когда ты уезжал с амбаров, они, мне кажется, тебе не про груза могли зачекать, а просто въебать на халяву. То есть это тоже такой момент. То есть тебе нужно там супер быстрый. То есть быстро красный, быстро амбары и к пацанам катить. Там не повезло с тачкой просто. Enigma Galaxy Team Spirit. Серьезный клоус-файтик у нас намечается. Гранаты летят. Одна с другой. Номи пробили на кухне. Ой-ой-ой, тут ответ идет неплохой. Номи цепляет Рауфа. Купс и Лорд До остаются в большинстве, друзья. Team Spirit. Шансы есть на победу. Неплохие. Эффект выходит на Купса. Обезвредил Купс эффекта очень жестко. И 2 в 2. Эта баталия продолжается. Кицуне. Лорда перецепит. Или нет, Лорд. Мансит. Оттягивают немножко. Не двигаются. Готовы принимать. Также фар появился. Доели сразу Наоми. Притаились Наоми и Кицуне. Получится ли выжить? Сделали шаг назад. Даже шаг в сторону, наверное, правильно будет сказать.
Ноуми. Опа! Кицуне! Говорит сюда по одному, ребята, Нами падает и 2 в 3 замес продолжен. Да, но чуть Юсефа замесили тоже. И Кицуне не смог прыгнуть в окно, но есть Ноуми, который может еще поиграть, может подбиваться. У него есть эмочка. М416 берет в руки, там Дебес. И какой же сложный момент для Ноумича. Влад, может быть, закерит, может быть и нет. 4 патрона осталось, сейчас пытается птичка нажать. Перестреливает, ну, хорош Ноуми. Просто Ноуми, надо главное сейчас уехать. Ладно, сейчас уехать, но нет. Единственное, что меня вот напрягло в этой катке, Что Толик сказал, новые пустые, мы заехали, а там трое? ну, Это что, может ну, быть. они отдавали как бы новые. Ну, там, как тебе сказать, они ехали чекать, и тачка стояла прям в кемпе, и чел на крыше. Тачка еще в самой дефолтной позиции, и Толик говорит, типа, кемп-фри. Слышите? Все просто прийти, у вас вплоть до треугольника вообще никого не было. А треугольник были? А где зона сошлась? На рожке. Слушай, а треугольник пустой? Бля. Кто знает, что такое вайп, ставьте лайк. Кто знает, что такое краш, кто знает, что такое... Дети, что есть там? Слово модно. Модно. Скуф. Кто знает... Это же я. Не, вообще-то я Анг. Ну, блин. Я Анг. Ну, типа, чел, ты скуф, ты уже не шаришь, а я Анг. Чувачки, напишите в комментах этому скуфу, кто такой Анг. Что это было? Сейчас бы Толик заходит. Вот. Блядь, заморал нахуй. Ну что? Просто именно футболист сразу видно. Просто ласточку ногой. Ласточку. Просто ласточку. Вот смотри, учись. Разовый гвоздь. Это сразу делай. Скорпион, а не ласточка. И потом саран. Пойдем? Team Spirit с юга заходит. Отрабатывает от края. Сейчас, возможно, Оникс Рейвен подставится. Какой хороший момент для Ноуми и Салих. Он моментально кладет колено локтевую. Тут еще есть очень битый Викерс. Но он расхилялся. Сейчас будут поднимать своих тиммейтов. И не получилось у Team Spirit так быстро разбить Оникс Рейвенс. Был на подстраховке на всякий случай. И Матин справился соло. Пока реплеи глядели, Оникс Рейвенс уже разлетелись на куски. Течь отправил их почилить. Team Spirit нормалек, но есть фризоны. Опен-зоны есть у нас в этом финале. Очень много потерь. 5-й стейдж, всего лишь 28 лайва. Сейчас надо на 2 игры настроиться. Но в этой игре вам бы даже вчетвером было все равно сложно. Вы бы все равно убив. Я думаю, мы четвером, я думаю, шире стояли бы, не просто втроем в БК. Мне кажется, в моменте вы могли чуть раньше выехать убивать Ониксов, чтобы было больше времени. Вчетвером просто мы бы вот забрали бы Харлей, вы бы не пустили. И... Мы вряд ли забрали. Ну, подсплитовали бы, я думаю, не? Ну, сплитовать тоже, по сути. В БК вот никто вообще не крашил. Ну, как сказать, там был такой момент, я думал, что ФФ просто сейчас вас въебут. Вы как только ослабли, ну, у вас сразу, то есть у вас Бишекташи в пирсе, НРХ поджали, Нигма в амбар с ФФами уже в глину месяц. Короче, булки надо собрать. Но мы в Еме, друзья, находимся прямо сейчас. У нас какие-то жестокие избиения Team Spirits произошли. Сейтан, что сейчас Сейтан? Да, если проехали вперед вдвоем, там просто... Зажигалка фри была? Зажигалки 2 Нигма было. Хороший клатч. Что было в конце? А что там так орали без роплей и в сеть? Там твисты, там чел 1-2 закрыл этих... Может, дробаш был? Нет, Там он съел... Сновикс просто умер нахуй. Там он так. Лимикс нахуй свою спичку вот так пошел, Вот ударил, и у помнишь него ситуацию, трещина. когда ты за тачки сидел и тебя вот пушили? Вот там была такая же, он одного нокнул с добивом, потом нокнул еще одного, и где-то на 3-й хп вышел, убил последнего фулового. Он троих видел? Да. Вы когда под ангар подъехали, вы там тачку спиздили или что? Нет. Я еду просто по дороге, и просто чел выбегает нахуй, блядь, из-под ангара. Там 2 чела, короче, в момент, когда вы подъехали, там Так, 2 это- чела было в районе ангара и 2 чела на зажигалке. И вот эти 2 типа, они за зоной бегали, искали машину. Знаешь, о чем я подумал?
как мы сегодня рофлили, когда ты кружок записал. Ты говоришь, ну мы сегодня 170 поинтов ебанем. И я такой говорю, ага, а на деле, блядь, без нолика. И мы именно сидим 19 поинтов. Короче, я могу так сказать, по таблице, вот посмотрите сами, ничего страшного и критического в целом не происходит. Ну, типа, вот у нас 89, но мы меньше матчей сыграли, да? То есть, по сути, первое место 16 поинтов. Хорошо будет, если мы сейчас нагоним паверов просто и все, потому что у нас перед другими будет день в запасе, и мы, по сути, только с паверами там будем раз на раз отношения выяснять. Team Spirit теперь понимает, что угроза перед ними, и дабы не оказаться в этом бутере, стоит сыграть вперед. Даже Хоуми поддевает. Еще, кстати, есть Калси, да? Который то... Калси уже ловит хаешечки. Пропорции идут в спину, да, жаль, но Team Spirit попадает в бутер Бруат. И выбраться из него будет, наверное, уже нереально. Минус 2. ПТС. Минус 3 ПТС. Финальная заруба 3-3. Так, ну что, ребят, закончился для нас, получается, второй игровой день, суммарно третий на турнире. Провели мы его не очень хорошо, 31 поинт. Ну, это не сказать, что прям совсем ужас, да, вот если мы на последнем Мирамаре не набрали там, в районе, там, сколько мы там, 12-13 поинтов сделали, был бы, конечно, день ужасный. Но в целом 31 поинт, мы не сильно проседаем в таблице, то есть, да, шанс, у нас день в запасе есть, то есть нам нужно сейчас просто провести работу над ошибками, мы с ребятами, в принципе, пообщались, выявили, скажем так, корень проблемы, что, почему мы сегодня так, ну, скажем так, как-то вяло в каком-то кумаре день провели, поэтому думаю, что завтра уже все будет нормально. Вот, огромное спасибо всем тем, кто поддерживает, кто пишет правильные комментарии, нужно и не хейтить, но хотя хейт иногда нужен, иногда можно как-то похейтить, поругать, но без этого как бы никуда. Вот, но искренне благодарность тем, кто поддерживает до конца, будем стараться и постараемся вас не подвести. Если говорить про личные награды, то, я думаю, особых такой конкуренции внутри команды у нас нету, так как мы все понимаем то, что победа на турнире самый главный приоритет у нас идет. Вот, мы все просто стараемся выкладываться на максимум, и благодаря этому мы все довольно-таки много настреливаем каждый, и каждый входит в топы какие-то, топы недели там, или топ MVP дня, и благодаря этому играем ТДМки и лутаем всегда 500 баксов. Всем здорово, сегодня у нас третий игровой день. Мы уже сыграли 2 тест-матча. Тест-матчи проходили на Сундуке, это значит, что 24 часа на буткемпе. Сегодня у нас цель очень простая. Пацаны сказали мне больше ничего не говорить про поинты, но я скажу 180 поинтов, то есть это нам нужно 79. А потом едем кайфовать, отдыхать. Тут мы поужинаем. Поедем в отельчик, в отельчике второй ужин. Это у нас такая традиция. Там такой инсайдик, сегодня я играю в 4 пальца. 4 пальца челлендж. Еще столик входит в режим NPC специально для вас. И сегодня мы получаем 50 поинтов. Но сегодня я жду хороший день. Меня попросили записать кружок. Всем привет. Нет комментариев вообще. Вчера на ужине произошла неприятная ситуация. Какая же неприятная ситуация вчера произошла на ужине? Нам его не досталось. И нам пришлось вызывать Макдональдс. И угадайте, на какую сумму мы сказали Макдональдс? Катовицы, тут просто бешеные цены на него. И мы сказали, он 5000 рублей. Я до сих пор вахуюсь. Просто. Это шок-контент. Заходит в зону аккуратненько, и там встречает Натус Винсер. Кицуни уже в ноке находится. Наоми подходит вблизь, заряжает гранату Акзера. Удается нокнуть. Псих закидывает еще одну хаешку. Пока что все неплохо получается. Там еще Moneymaker смешают. Team Spirit тоже по панчеру пошел нок. Дальше регруппироваться для того, чтобы принимать удар от коллективов Moneymaker с Team Spirit. Ну, тут надо, да, всем осторожнее быть. Зона анлаки. Это сложный прок, типа, вот так вот мы когда... Не, возможно, просто крашнуть надо номерать было куда-то, я думаю. А куда? Некуда крашить. Может, толчок надо было крашить? Камни? Толчки уже без шитаж были. Ну и бить его. Ну, типа, там же по-любому у них какой-то сплит, вот, типа, по всей этой местности. Я просто думал, что нет, у них 2 стояли прямо над кемпом в упоре, и 2 в районе будки были. Так вот, кого я слышал в упоре у себя.
Moneymakers большие проблемы, друзья. Булатик отправляет гранату точно в цель. Олдбоя добивает, нокает, Писки. Несколько вариантов здесь явно есть, которые могут Натус Винсеры посмотреть. Какие варианты принять? Там высаживает Али. Али снова машина играет отлично против Team Spirit, но сам может погибнуть. У него буквально 30% здоровья остается. 2 нока делает по Team Spirit. Остается только один лишь Ноуми. У коллектива Team Spirit серьезные проблемы. Ноумич соло. 2 нока игрока есть. И вряд ли успеет Ноумич как-то спасти своих тиммейтов. Падают оба замертво. И остается один только Булат. Жесткий Али. Жесткий Али. Вот так переиграть 2 игроков. Team Spirit, это дорого стоит. Энигма стоит 2-2. У них справа чел новит лог с добивом. У вас 2 типа в кемпе. Я такой думаю, вы сейчас просто 4 в 2. 2-1 был. Да, вы сейчас просто типа 4 в 2 их перефайтите. В итоге у нас кто-то один умирает, и эта двойка Энигма просто уезжает. Что в файте? Почему молчим? Я вообще в файте не понимал, где кто, что вообще кто делает. Типа. Я только после файта узнал, что ты на крыше был, оказывается. Мужики, базу не Я забывайте. раскидывал утил. Надо проколивать. Там, я крышу, я утил. Ну, типа, не молчите. А у нас, по сути, ситуация была патовая. Мы в последний момент вообще решили, что делать. Потом, это, я думаю, это следствие Почему мы такого. в кемпе? Кстати, это есть еще 2-1 они стояли. Да. У них один чел сдох прям в момент краша. Не самая дефолтная зона, конечно, для нас. Вроде хорошо заехали, заняли позиции, но в какой-то момент, во всяком случае, по моему стриму казалось, что вот реально, то есть долго принимается решение, что мы хотим сделать. Плюс немножко зафорсили файт с ММами, который не нужен был, да, то есть вот эта позиция. Что там Толик хотел сделать, не особо понятно. Да, мы нашли там 2 поинта. У нас всего 4 за эту катку, но просто я бы сказал, что чуть базу потеряли. То есть то, что у нас всегда работало хорошо, именно TeamSpeak, коммуникация, принятие решений, сейчас просто немного страдает, поэтому, с ребятами это обсудили. Сейчас будем смотреть на результат. Team Spirit реализует свою высоту как раз хорошо. Сейчас конечно полетит. Еще одна. Играть в таком отставании сильно. И Рейза тоже ногу достается последний боец. S2G с Team Spirit разбираются с турецкой командой. Там совсем мало хп. Калси только один выжил пока что. Нет, Сиолейтера поднял. Moneymakers готовы лопнуть. Развалиться на кусочки. Еще и Team Spirit их будут добивать. Только уже на ближней дистанции. Потрачено. Moneymakers будут брать здесь эту позицию для себя. Они уже накрывают всю эту историю. Хлопа Наоми. Лейт гранату вроде как затоджил. Лейт тут со всех сторон растерялся. Проиграл Наоми. Молодец. Продолжает стараться. Топ-1 спасибо. А Олдбой ведь не играет, да? Да, Олдбой не играет. Вы вообще понимали в файте с ММами, что у них позиционка, что 2 внизу в очке и 2 вот они вот так вот стояли на разном уровне? Понимали, но хули сами сделали. Под нами и на Вы кавере. не могли просто в дальних в моменте закрыть? Мы же не знали ситуацию по дальней кошке. Я переживал просто, что там, челы стоят, контролят, и просто пососут. Стайлайф был маленький уже. Нормальная катка, вот я говорю. Не, лучшее решение было бы реально поехать на верхних ММов просто. Там хаешки вы неплохие, в принципе, закидывали. Там вот чуть-чуть поточнее дали бы ног, можно было бы раскатывать. Поинты набрали, нормально. Хорошо, да. Сыграли хорошо. Катка в целом была хорошая. Чуть-чуть не дожали мемов. По сути, топ-1 могли бы взять. Ониксы вот в спину вылезли, закрысили Булата. На этом произошел такой большой анлак. Не знаю, они Вот. по ним. А так хорошо, чувствуем себя. Думаю, еще больше поинтов будем дальше набирать. Вот надо сегодня еще 2 топа взять и шашлычка. Мы катались. Как я S2G еще нокнул в тым, просто я не видел никого. Я голову, вот у первого, которого нокнул, он тачки, я походу в тачку попал в голову. Одну голову ты дал? Да, но все равно я там еще не видел, типа, я просто дым. По таблице я могу так сказать, идем бодро. До первого места всего там каких-то 7 поинтов, и команда завтра не играет. То есть у нас, по сути, из конкурентов, да, сегодня вообще не набирают поинтов. Давайте, пятюнечку. На самом деле все теперь думают, что это старый бог. А это Булат на пампе. Хороший. Старый кто? Лох. Старый лох. Старый бог. Кыргызстан алга. Казахстан тоже. Татарстан тоже. Цуны. 1-3 остается против команды NJX. Хэшечки полетели. Не попадает. Тут даже если одного игрока нокнешь, все равно не пойдешь пушить. Откидывается пока что. Кстати, он может уехать. Так-то. Он же может уехать просто назад. Но не хочет. Не хочет Серега покидать. Последним, да? Капитан покидает корабль, но даже тут не хочет. Или хочет.
Ну вот он чувствовал, наверное, да, что такой вот подобный мув будет от NGX. Еще и Луфа продолжает преследование по Кицуне. Кицуна едет Кицуня. Пытается спастись. И уезжает, не дарит килл Рауфа и компании. Энигма. Накаркал. Просто накаркал. В плане. Просто ты говоришь, да, они набирают поинты. Да, топ-1. Надо въебало на пруку просто грязно. Мы уже обсудили. Влад говорит, что надо типа 3-1 стоять. Я говорю, что надо просто на прием стоять, а не просто вдвоем в одном доме на первом этаже. А там как случилось вообще? Они стояли у Китката или в Киткате, я не знаю, где вы стояли. И Мы в них утром крашнули. скидывались. Типа, ну, у нас в тимспике, типа, давайте встанем срочно 2 БК, потому что нас крашнут. И в итоге... То есть мы не могли в катке знать, что тебе нужно туда стакнуть, понимаешь? В катке мы этого... Короче, мы знали, что я 100% сказал, что нас сейчас крашнут, потому что вчера такая зона была. Нас могут 100% будет наказывать. Норм команды, которую проанализировали. Просто надо было под это как-то адаптироваться. И мы как будто вообще нихуя не сделали под это. Так же встали, блядь, и так же нас въебали. Манки, то, что наоборот Киткат приехал, это наоборот заролял. Просто он, ну, мне кажется, мог лучше сам сыграть. Манки еще дает ног, и там изи файт. Пробуждай пацанов. Эффект заходит на Тоспика. На Тоспика заходит, и Демос промахивается первыми 2 патронами, но потом попадает, и в итоге забирает. Тоспик может еще и второго принять. Тоспик как кладет на омит, но сам падает. Нок тоже готовится гранатку закинуть. Пока обороняется. Поздер тоже гранатку отдает. Хорошая нагретая хаешка была, но дэмэджа не так уж много влетело. Кицуни греет еще одну, понимает. Все слышит, прекрасный заход. Здесь идет по Поузеру. Уже все заряжены тимспили должны забирать спокойно последнего игрока Бешикташ. Вы думали, это цветы, но это я. Всем привет. Сегодня у нас был не самый лучший день, как вы могли заметить. Мы набрали что-то в районе 28 поинтов, и это наш антирекорд. Всех поздравляю с этим. Что могу сказать? Первые 2 игры были более-менее. Там было немного ошибок. Типа мы набрали там по 4 поинта в первых 2 играх. Началась 3-я игра, мы взяли 13 поинтов. Я подумал, сука, вот оно. Там буквально вот если бы мы выиграли файт против ММов на Иранге или на Кошке, на горе, вот это... Если бы там какой-то ног залетел, что-то, конечно, могла быть победа. Победы не случилось, 13 поинтов. Я думаю, блять, вот она наша игра, короче. Вот они, киллы, типа, ехали. И потом мы просто пасосик такой сделали небольшой. Но ничего страшного. Потому что мы что? Мы не умываем. Завтра, последний день, нужно набрать поинтов 50, и это будет достаточно для того, чтобы закрепиться в топ-2, топ-3. Либо же нужно набрать поинтов 70, и тогда мы обгоним ДА и займем первую строчку на этой неделе. Я бы мог сказать, что мы наберем 8325 поинтов, но я, пожалуй, не буду. Вы сами знаете, что мы можем столько набрать, но наберем сколько наберем. Надеюсь, что следующий день будет крутым, вы уже увидите этот влог наверняка после. И надеюсь, вы такие подумаете, бля, Серега хорош, он просто выжил и разъебал в последний день. Поэтому всем спасибо, увидимся. Как бы банально не звучало, чтобы не выгореть, надо контролировать вот этот баланс игры жизни, да. То есть нужно понимать, когда ты уже устал, когда игра только уже идет во вред. То есть бывает такое, что ты играешь там по 10-12 часов в день и уже чувствуешь, что это слишком много, нужно передохнуть, развеяться, пойти, я не знаю, прогуляться, дойти банально даже до магазина хотя бы, там, купить себе водички, каких-нибудь сладостей себя порадовать, остыть, подождать денек, поиграть на следующий денек. Дистанция, опять же, большая, то есть это целый месяц. Нужно уметь контролировать эти вещи и понимать, что бонус-поинты — это хорошо, но команды пройдут именно с финала. Всем привет, 4-я игра в день сегодня. Ставь лайк, если догадался, кто только что проснулся. Команда не знает, но сегодня мы наберем 685 поинтов. Да, нет, не видим мы сканты. Пока что эффект. Теперь это видно на большом расстоянии. Эффект хороший. Эффект машина. Но при этом, если выходить придется, там тоже сложности ожидают команду Power.
Ух, напряжение нарастает серьезно. 4 команды остаются в живых. Team Spirit играют по Power Esports. Хотят выдавить их с позиции. Двойка только у Team Spirit. Огневой мощи не хватит здесь. Изи хороший угол находит, дожимает. Постоянно где-то кого-то. Но главное не ошибиться, главное не открыться под сразу. Как будто пока Brute Force переживает всю эту историю. Но мне тоже последнюю утилити скинул. Close fight с ним заходить нежелательно коллективу Brute Force. Ну, зона выдавливает Булата. Пройти не сможет Неос. Я зоны той трубу шатал, как говорится. Да? Ну, немножко не повезло, конечно, с проком. Заняли центр третьего. То есть, в принципе, любой прок, кроме левого, неважно, нижний, верхний, правый, верх, даже левый верхний мы бы лучше сыграли. Но сложилось, как сложилось. У ребят была, я так понимаю, одна машина, потому что Толик там на второй зоне всех перевозил по одному. Вот, а на одной машине тебе очень сложно до этой лесопилки добраться. Там еще тайминг, что Brute Force файт свой закончили, зачистили город, поэтому... Ну, 8 поинтов из такой игры, и это хорошо. Машина как бы немножко подзасейвила. Не было бы машины, было бы, ну, тяжелее, пришлось бы двигаться на ноге, а на ноге, ну, сами понимаете. Санук дело такое, на ноге лучше не бегать. Багос был, да, один? Это важно. Вот такой вайб существует, да, вот я представляю, вот Толик прокатывает, собирает инфу, Татмок и этот кемп, да, то есть займешь Татмок, зона уйдет направо, ты сдох. Займешь этот кемп, зона уйдет налево. Нет, Татмок это же ужасно. Там хотя бы можно съехать справа. Я, знаешь, что подумал в моменте, что вы попробуете выйти как-то в лес, вот когда вы увидели прок, думал, может быть, вы выйдете в лес, там next руя, И в хау героики, пойдем. да, и просто Я на ноге тоже, в хау пойти. Но это очень сложно, потому что там до хау такой Мы это спуск. обсуждали, и проще было, как мы сделали. Но я думаю, можно было пробить все колеса нахуй и просто съезжать. Не хватило смоков вообще. Хочется, конечно, пройти с наибольшим количеством ПТС, чтобы тоже не создавать больших гэпов для себя по сравнению с соперниками, которые в топе будут, если ты претендуешь, опять же, на топ-5. В итоге Twisted Minds в триплете еще поиграют в эту игру. 7-е место для Brute Force. Играют. У Team Spirit все блестяще. Firefox разбит, отвечая на твой вопрос. Жаль, мы этого файта не видели, но кильчики они здесь заполучили свои. Новицев не трогали, разбили именно команду FF. Ну, до того, как еще это на экране все было. Счетчик Могут здесь дроп ломать, пока позиция у них неплохая, но Team Spirit зарубает, конечно, не тот оппонент, с которым хотелось бы столкнуться Нави на данном этапе. И пока Team Spirit нокают игроков Натус Винсеры, окружают их потихонечку, эффект заходит, очень грубая игра сейчас будет от Team Spirit. Резко залетают вперед, играют по Акзеру, Акзер не успел поднять своего тиммейта, падает Акзер, команда Натус Винсеры прямо сейчас может оказаться вообще совершенно не удел, Псих выбегает вперед, Нео поджигает моликами, как Team Spirit здесь выдавливает коллектив Натус Винсеры, ничего Нави не смогли сделать, к сожалению, рожденные побеждать выпадают, все высаживает сейчас. Кицуни потенциальные соперники. Здесь на инфа есть по Фурии. Понимаете, находится его враг ЛГшка. Небольшая есть у Фурии. Буквально спасает именно это. Номи в упоре против последнего игрока Twisted Minds. Фурия хороший ход на самом деле сделал. На этой доске заехал в центр и включил Серегу. Ой, Фурия красавчик. Посмотрим, там на Фурию Нопой налетает. Не успеет малой прикрыть своего братка. И на этом, кажется, сказка закончится у Virtus.pro. Теперь уже дело за малым остается. Знает его позицию, наваливает эффект, очень точная у него стрельба. Хорошо. Кто в колодце был все время? В колодце? Футы. А потом в лес... Они сплит с лесом играли? Нет, они просто крашнули лес, и там А потом колодец кто забрал? ФФ, да? Нави. Нави потом перекатили на вулкан, и потом просто от вас съебали. Самый главный мем катки могу рассказать. Давай. В середине катки. Просто Кицун, наверное, раз 10 сказал. Пацаны, форум вид, заняли бабушку. 13 кило. Раз 5, наверное. И потом еще... Бабочки сплетали, да? А бабочка по итогу эту катку просто в ноль слила. антитравма. Да, антитравма. Там идея была в том, что у них чел сплетанул один в бабочку. И он просто контролил подъезд. Вы очень хорошо сориентировались, что вам не надо было форсить файт с Нави. Я так понимаю, что когда Мы ждали, пока... добили, когда FF придут, да? Молодцы. Ну, типа, Хорошая катка была. там легендарный был. Мы еще и туда, и сюда хотели, и под лес, и там, короче. Туда, Он так катался, я уже смотрю, Номи просто там в лесу файт, смотрю, Номи с эффектом, поехали. У меня сразу... Я иду, короче, сейчас к нашему месту, и БФ говорят, типа, догонять. А я сказал, обгоняйте.
Ты же разъебал, да, в этой кадре? Пятюню. Вот эффект так слабенько дает пятюню, потому что с этой рукой настреливает триллиарды кило. Делаем все то же самое, ничего не выдумываем. Уже давно играется. Но нет. Мне кажется, это в корне. Это перебор. По факту ничего хуевого не произошло. Просто, одна ошибка, ты ошибся. Такое бывает. Позиция, в которой мы стояли, хорошая. С нее можно было смело забирать игру, но чуть проморгали спину, заехали ММ в лес, нокнули одного, и, может быть, было слишком импульсивное решение ехать драться, потому что уже вся команда вражеская приехала. Вот. Показали, что мы деремся за своих, поэтому ничего страшного. 3 игры впереди. Да, Серег? Проебали. Мне показалось, что импульсивно поехали драться уже. Блядь, ты VCTC послушай, я услышал от манги. Что нахуй? Я вообще не понимаю, что он говорит. Там Толик просто должен был заколить, что на него едут 4 тачки, он должен был сказать, типа, парни, забейте, я умер. Я услышал, что сказали, что едут в бабочку, поэтому я поехал крутить. В итоге вообще у меня челу порядок. Там просто такая ситуация, что вот они нокнули Толика, инста просто вчетвером почти на него закатили, и вы тоже едете. Лайк за червей. Черви рулят. Без дюги. Сколько килов? 19. 15 килов они сделали. Но они сделали 8 до того, как к нам приехали. Я говорю, я стою бабочку, типа, я высаживаю тачки, а вам нужно просто убить тех, кто меня крашит. А если они зайдут в яму, типа, мы просто подъедем, закидаем с разных сторон. И говорю, типа, просто катайтесь надо мной, типа, чтобы в какой-то момент, когда меня крашнет, встать и пострелять. А я, типа, там, силу раскидаю, какую-нибудь хуйню, типа, сделаю. Что происходит в моменте? Толик сидит просто в тачке стоячий, и его нахуй нокнут в ней. Вопрос. Обсудить позиционку или обсудить, блядь, решение твое? Встать на тачку. Сейчас будет бамбайс бамбуц. Да, вот Кто понял, тот понял. Вот она, борьба. Битва Team Spirit против Ivy NRX идет здесь полным ходом. Уже один нок есть, один добит прям до команде. Ой, Кицуне забирает его в итоге Кейн. У Кейна патрон заканчивается, P90 эффекта в деле. Команда NRX разваливается пока что. Давай еще минусует. Остается только один игрок у Ivy NRX. И это Frozen, легендарный Frozen из турецкой команды NRX. Но его дожимает коллектив Team Spirit и закрывает полностью турецкий состав. Заняли топ-2. Слишком такой сложный файт был с NRX-ами. Я так понимаю, что у ребят осталась одна машина, и пришлось как-то раскидывать смоки. Ноумик там или вроде Серега заезжал как-то в спину. То есть, если бы чуть получше провели файт, у Fireflags'ов не было бы времени сократить дистанцию с домом, и мы, может быть, там через разрез могли бы как-то 4 в 3 разыграть. Но на дистанции, когда остается 3 карты, надо забирать свое. Мы, в принципе, поинты в этой катке набрали. Хорошая зонка, мы ее реализовали, считаю, по максимуму. Максимум, конечно, если бы мы выиграли. Но и так нормально. То есть работаем, впереди 2 Мирамара. Надеемся, что темп мы не сбросим. Мирополит кормит, блядь. Мы еще без тачек были. У нас была одна баги, прикинь. Серьезно? У вас РКБшники тачки забрали там, да, на этом? У нас вообще все. Кто-то упал в БК, блядь. Это РКБ были. Нормально нам в одну штуку уже 3 команды поинтов завезли. Норм ВП просто в ноль. Обидно, что чел, видимо, нокнулся в падение и нам поинт. Нет, его FF убили. Его FF убил. Нет, он не убил, он его нокнул, он дотек от АФ. Хорошая карта. Поинты набрали при условии того, что у нас, реально Мне только не понравилось, когда мы пушили, я типа сказал, типа, скиньте хае, тем временем у манки 8 просто. Я типа пушил НРов с одной флешкой. флешка. Даже смоков не было. Темп не сбавляете. Чем ближе к последней катке, тем больше хуйни может происходить, да? Поэтому зачастую можно где-то не спешив поиграть. Сколько у нас поинтов? Team Spirit, хорошая высота под контролем. Нужно понимать, что и если ты видишь всех, то, скорее всего, тебя видят все. Нужно быть у хвостро. Team Spirit, Саад, все хочет пострелять по ребятам. М14 у него в руках, его пробивает, Саад уже в ног падает. И пауэры, похоже, не справились с управлением в этой карте. И отлетят без ПТС совершенно. Там последний игрок остался у пауэра, и у него слишком мало здоровья для того, чтобы хоть что-то противопоставить. Но Вольт... Сан и Вольт здесь вдвоем. По Хасану идеально гретая хаешка прилетает от одного мяча. И в упоре Вольт идет играть по Кицуне. Кицуне перестреливает Вольта. И команда Heroic отправляется на 5-ю строчку. На Милкич.
Надо держаться, Наоми. Наоми здесь впереди планеты всей души. Джафара в этом киве остается один здесь против двойки Team Spirit. Мало, конечно, шансов у Александра. Попробуем против Кицуны сыграть. Дебас. Ну, close fight, да. Дают ему еще хоть какие-то опции, но тут расстреливает через кусты Кицуны. Я не знаю, ощущение просто невероятное сейчас в данный момент. Мы выиграли самую невозможно выигрываемую, наверное, игру, потому что эта зона с разлетом для нас плохая. Мы никуда не успеваем, потому что команды постоянно летят в центр. Но ребята хорошо сориентировались, заехали в ЛГшку под гору, закрыли левую часть, поднялись на гору и, ну, можно сказать, спасибо Джафару, что двух ВПшников подруинил. Но все равно ребята проделали просто невероятную работу перед последним матчем. Мы сейчас, по идее, должны закрепиться на топ-1 и смотрим, что будет дальше. Куда сосать? Куда сосать? Сосать сюда. Я какой-то выиграли просто. Так это... Вот мы с эффектом выиграли, я видел комментарии. Ждем теперь топ от 2 капитанов. Да. Чел в комментариях. Кто заколил вот в эту ЛГшку под горку заехать? Бать легендарная хуйня. Ой, ну, он Очень сказал, легендарная хуйня. бля, я видел, там играли. И такой просто нарисовал вейпоинт. А и Ну, был- Толик а малой, по героикам. а малой Ой, Сатон как вообще раскидал. О, нет. 199 у нас, 178 у второго места. Это 21 поинт. То есть не спешим, не форсим ничего. CSA CSA Суперлиги. Сталворты. Ну что, получится кого-то забрать из фаерфлаксов с хаешечки? Ребятам из Team Spirit пока не удается. Team Spirit зарубок в конюшне. Ребята, посмотрим, чем это все зрелище закончится. Возможно, шанс для Brute Force, если Team Spirit будут разбиты. Номи на Драбагане выходит против тихих монет в кабину. Оу! Жесткий минус от Ноуми. Нави смогут ли? Такая битва сейчас знаковая тоже. Нави против Team Spirit. Есть шанс у Натус Винсера. Акзер нокает с добивом. Кицуне. Очень крутой файт, на самом-то деле, волнительный. Вари Патчер будет принимать окошко. Хорошо, Ноуми зацепил с юбы. И 2 в 1. Натус Винсер ближе к победе. Эффект, ну да ладно, на те же грабли эффект, что и тиммейт. Так, ребят, всем привет. С вами слегка располневший Слава артист, который потерял слегка форму. Включение после последней карты. Сегодня со мной наш капитан Серега. Да. Давай, передаю тебе слово. Всем здорово, чуваки. Иду, короче, хавать. Ласт каточку сыграл. Ну так, разнокал там чуть-чуть. Сам нокнулся, сдох. 2 поинта залутали, пойдет. 200 поинтов пробили, а это что? Это самое главное. Надо, походу, на следующей неделе 318 поинтов. Я сколько сказал предикт? 600 или 800 я сказал поинтов. Практически столько и набрали. Вот. Ну, типа, это дефолт для нас. Всем спасибо, чуваки. Болейте за Team Spirit. Увидимся. На выходных мы иногда в басик ходим, там в сауну. Сегодня мы будем играть в футбик против других команд.
Эту неделю, я считаю, мы сыграли мега нестабильно, в отличие от первой. Но по результатам лучше оказалось, потому что если первую неделю мы играли стабильно все почти 4 дня, в этой неделе мы стабильно сыграли первый и последний день. Первый день мы выдали 70 поинтов. Это был для нас практически топ-результат. Однако последующие 2 дня были тяжелые в том плане, что где-то были сложные зоны, где-то мы сами сильно ошибались, где-то просто теряли людей, где-то нас крашили, происходило постоянно что-то непонятное. Вот, но я не могу сказать, что мы сильно из-за этого расстраивались. То есть, конечно, мы были недовольны результатами. Это был не тильт, просто какое-то простое недовольство своей игрой. То есть там мы выходили, обсуждали эти матчи, обсуждали, что было не так, как это можно исправить. Эмоции ничего особенного. Думал, бывает. К следующим играм будет лучше. Ну, такие дни бывают, такие дни очень дефолтные, довольно-таки для вообще любой команды. То есть нельзя играть постоянно стабильно на 50-100 поинтов в день. То есть бывают такие не очень дни. Главное работать над этими ошибками. В целом это сработало. То есть мы пришли в последний день, сделали много поинтов, там 70 опять с чем-то, и заняли первое место в неделе. В целом, я ожидал, что эта неделя будет такая для нас средняя по поинтам. Мы займем где-то топ-5, там, топ-6. Однако с помощью последнего дня заняли первое место, залутали бонус-поинты, что не может не радовать. И оказывается, поинтов у нас даже больше, чем в первой неделе. Причиной неудачи, я считаю, послужило то, что игроки расслабились чуть. В моментах мега глупые ошибки делали, из-за которых мы умирали просто в самом начале, там, в первых минутах матча. Я думаю, что неудачные дни случились, потому что мы хорошо сыграли первую неделю. Думаю, внутри каждого игрока был такой диалог с самим собой, мол, повезло, или там все адаптируются, там, допустим, пока мы просто набрали свою форму. И нужно смотреть, что будет на второй неделе. Мы пришли на вторую неделю, залутали 70 поинтов в первый день и подумали, не, походу, все-таки это мы круто играем, чуть подрасслабились, и такой получился результат. В такие неприятные дни, конечно, нельзя деться никуда от небольшого расстройства. То есть раньше, когда я только начинал свою карьеру, это было вообще по-другому. Я очень сильно расстроился, думал, что все, как так можно, плохо играем. Но со временем я понял то, что это нормально. К следующей игре я подхожу с чистой головой, с новыми мыслями, понимая то, что новая игра — это новая возможность, и всегда надо за нее цепляться. Все вижу, все читаю. Всем рахмат кыргызскому народу. Аллах, Кыргызстан. Спасибо вам всем большое, что смотрели этот влог, что смотрели за нашими играми. Мы очень ценим вашу поддержку. Приходите на следующие трансляции поддерживать нас.